Урок 1. Кулинарные приключения. Привет, Анна. Да, я попробовал приготовить пад-тай дома. Получилось очень вкусно. Привет, Джон. Приятно это слышать. Кулинария может стать прекрасным способом познакомиться с разными кухнями. Совершенно верно. Попробование новых рецептов дома позволяет нам раскрыть свой творческий потенциал на кухне. Это также отличная возможность поэкспериментировать со вкусами и ингредиентами, которые нам нравятся. Определенно. Приготовление пищи в домашних условиях позволяет нам контролировать качество и свежесть используемых ингредиентов. Кроме того, это может быть более экономичный вариант по сравнению с тем, чтобы постоянно питаться вне дома. Это правда. А удовольствие от приготовления вкусной еды с нуля непревзойденно. Важно внимательно следовать рецептам, особенно когда вы пробуете новое блюдо. Да, рецепты служат дорожной картой к успеху и помогают нам достичь желаемых вкусов. Однако не бойтесь добавить в рецепт свою изюминку и приготовить его по своему усмотрению. Совершенно верно. Персонализация рецепта может сделать его еще более приятным и уникальным. Изучение различных кулинарных техник также может расширить наши кулинарные навыки. Верно. Использование различных методов, таких как приготовление на гриле, выпечка или жарка, может открыть новые возможности. Также полезно узнать о различных специях и приправах, чтобы улучшить вкус наших блюд. Да, специи могут придать блюду глубину и сложность, превратив его в ароматный шедевр. Кроме того, при приготовлении пищи в домашних условиях крайне важно соблюдать правила безопасности пищевых продуктов. Совершенно верно. Очень важно поддерживать чистоту в кухонной зоне, часто мыть руки и правильно хранить ингредиенты. Также важно готовить пищу до соответствующей температуры, чтобы ее можно было употреблять в пищу. Верно. Соблюдение правил обращения с пищевыми продуктами предотвращает болезни пищевого происхождения. Кулинария также может быть увлекательным занятием, которым можно поделиться с семьей и друзьями. Да, приглашение близких присоединиться к процессу приготовления пищи может создать незабываемые впечатления и укрепить связи. И не забывайте о радости делиться восхитительными результатами с другими и видеть, как они получают удовольствие. В самом деле, еда объединяет людей и создает моменты счастья. Спасибо, что поделились своим кулинарным опытом. Это вдохновляет нас на изучение новых рецептов и вкусов на наших собственных кухнях. Добро пожаловать! Давайте продолжим кулинарные приключения и создадим аппетитные блюда, которые порадуют наши вкусовые рецепторы. Урок 2. Дружба на всю жизнь. Привет, Анна. Он хороший друг. Я знаю Чада с детства. Привет, Джон. Это замечательно. Дружба на всю жизнь очень ценна и занимает особое место в наших сердцах. Совершенно верно. Иметь такого друга, как Чад, который пережил все трудности, это настоящее благословение. Удивительно, как дружба детства выдерживает испытания временем и продолжает крепнуть. Да, воспоминания, которые мы создаем вместе с друзьями детства,
становятся заветными историями, которые мы носим с собой на протяжении всей жизни. Дружба обеспечивает поддержку, понимание и общение как в счастливые, так и в трудные времена. Это правда. Чат всегда оказывал мне поддержку. Он всегда готов выслушать меня и поддержать меня в любое время. Такие друзья, как чат, делают жизненный путь более значимым и приятным. Они добавляют красок в наши впечатления. Совершенно верно. Присутствие чада сделало бесчисленные моменты ярче и незабываемыми. Важно развивать и поддерживать дружеские отношения, оставаясь на связи и проводя время вместе. Да, регулярное общение, будь то телефонные звонки, текстовые сообщения или встречи, помогает укрепить связь. И даже если мы физически отдалены друг от друга, технологии позволяют нам преодолевать расстояние и поддерживать эту связь. Верно. Видеозвонки и социальные сети позволяют делиться своей жизнью и оставаться в курсе событий. Также важно быть рядом с друзьями во время их взлетов и падений, как и они с нами. Совершенно верно. Поддержка друг друга в преодолении жизненных трудностей– одна из основ крепкой дружбы. Празднование успехов и достижений друг друга еще больше усиливает радость, которую мы испытываем вместе. В самом деле, достижения наших друзей становятся источником вдохновения и мотивации для нашего собственного путешествия. Дружба – это улица с двусторонним движением, требующая усилий и взаимности с обеих сторон. Это правда. Важно выразить признательность и благодарность за присутствие наших друзей в нашей жизни. Дружеские отношения также со временем развиваются, адаптируясь к изменениям и росту, которые мы переживаем индивидуально. Да, принятие изменений и развитие дружеских отношений может привести к новым прекрасным страницам. Это особенное чувство – иметь такого друга, как чат, который глубоко знает нас и принимает нас такими, какие мы есть. Совершенно верно. Настоящие друзья – это те, кто любит и поддерживает нас безоговорочно, недостатки и все такое. Спасибо, что поделились историей вашей дружбы. Это напоминает нам о том, как важно развивать и беречь связи на всю жизнь. Добро пожаловать! Давайте и дальше ценить и развивать наши дружеские отношения, вместе создавая воспоминания и впечатления на всю жизнь. Урок 3. Наблюдение за поведением человека. Привет, Анна. Он также многое узнал о человеческом поведении, наблюдая за множеством людей на лодках и вдоль реки. Привет, Джон. Это потрясающе. Наблюдение за людьми может дать ценную информацию об их действиях и взаимодействиях. Совершенно верно. Это все равно, что заглядывать в окно человеческого опыта, разгадывать тонкости поведения. Наблюдение за людьми может быть интересным времяпрепровождением, позволяющим нам узнать о разных культурах и перспективах. Это правда. У каждого человека своя уникальная история, и наблюдая за ней, мы можем заглянуть в их жизнь. Удивительно, как язык тела и мимика могут передать эмоции и намерения без слов. Да, невербальные сигналы часто рисуют яркую картину того, что люди чувствуют и о чем они могут думать. Наблюдая за другими,
Мы также можем получить представление о социальной динамике и о том, как люди взаимодействуют друг с другом. Верно. Мы можем узнать о моделях коммуникации, иерархиях и неписанных правилах сообщества. Интересно наблюдать за тем, как люди адаптируют свое поведение в разных условиях и с разными группами людей. Совершенно верно. Люди часто приспосабливают свое поведение и манеры к социальному контексту, в котором они находятся. Наблюдение за поведением людей также может помочь нам развить сочувствие и понимание к другим. Да, когда мы наблюдаем и пытаемся поставить себя на место другого, мы расширяем кругозор и сострадание. Очень важно относиться к наблюдению за людьми с уважением и без осуждения, понимая, что у каждого своя история. Это правда. Мы должны стараться быть любопытными наблюдателями, стремящимися понять, а не делать предположений. Наблюдение за людьми может стать источником вдохновения для повествования, развития персонажей и творческих начинаний. Совершенно верно. Богатое представление о человеческом поведении может послужить источником идей и идей для художников и писателей. Удивительно, как много мы можем узнать о себе и окружающем мире с помощью простого наблюдения. Да, чем больше мы наблюдаем и размышляем, тем больше раскрываем тонкости и чудеса человеческой природы. Спасибо, что поделились важностью наблюдения за человеческим поведением. Это напоминает нам о необходимости внимательно относиться к окружающему миру. Добро пожаловать! Давайте продолжим оттачивать свои навыки наблюдения, осознавая красоту и сложность человеческого поведения. Урок 4. Музыкальное путешествие Бетховена. Привет, Анна! Вы слышали о Бетховене, гениальном композиторе, создавшем вечную музыку. Привет, Джон. Да, музыкальный гений Бетховена оставил неизгладимый след в мире классической музыки. Его произведения известны своей эмоциональной глубиной и яркими выражениями. Они находят отклик у слушателей из поколения в поколение. Совершенно верно. Произведения Бетховена вызывают самые разные эмоции, от радости и триумфа до самоанализа и меланхолии. Удивительно, как музыка Бетховена развивалась с течением времени, отражая его личностный рост и трудности. Да. Ранние работы Бетховена часто характеризуются классической элегантностью, в то время как его более поздние работы расширяют границы музыкальных традиций. В своей жизни Бетховен столкнулся с серьезными трудностями, включая потерю слуха, но он выстоял и продолжал создавать замечательную музыку. Несмотря на потерю слуха, внутренний мир звука Бетховена оставался живым, и за это время он написал некоторые из своих самых знаковых произведений. Его симфонии, такие как «Пятая» и «Девятая», считаются шедеврами, демонстрирующими его новаторский подход к оркестровке и структуре. Фортепианные сонаты Бетховена, такие как «Лунная соната» и «Патетическая соната», известны своей выразительной мелодией и техническим мастерством. Его музыка не только завораживает уши, но и проникает в глубины человеческой души, преодолевая языковые и культурные барьеры. Произведения Бетховена стали неотъемлемой частью канона классической музыки, вдохновляя бесчисленное количество музыкантов и слушателей.
Его влиятельное наследие продолжает формировать мир музыки, и его влияние ощущается и сегодня. Совершенно верно. Способность Бетховена передавать глубокие эмоции в своих произведениях свидетельствует о его художественном гении. Удивительно, как жизненный опыт и трудности Бетховена принесли его музыке такую необработанную и универсальную силу. В самом деле, музыка Бетховена напоминает нам о трансформирующей и трансцендентной природе искусства. Спасибо, что вместе со мной познакомились с музыкальным путешествием Бетховена. Это свидетельство неприходящей силы творчества. Урок 5. Покупка продуктов и составление списка. Привет, Анна. Мне нужно сходить за продуктами. У меня в списке есть несколько товаров. Привет, Джон. Звучит неплохо. Составление списка – отличный способ сохранить порядок и убедиться, что вы получите все, что вам нужно. Совершенно верно. Я считаю полезным записать нужные мне вещи, прежде чем отправиться в магазин. Рекомендуется проверить кладовую и холодильник, чтобы узнать, что у вас уже есть. Таким образом, вы сможете избежать покупки дубликатов. Отличный совет. Прежде чем составлять список, я обязательно проведу инвентаризацию. Еще один полезный подход – категоризация элементов в списке. Например, вы можете сгруппировать их по продуктам, молочным продуктам, кладовым и т.д. Это разумный способ упорядочить список. Это значительно упрощает навигацию по магазину. При составлении списка укажите, какие количества вам нужны. Это поможет избежать путаницы в дальнейшем. Это правда. Я обязательно укажу точные суммы по каждому товару. Также рекомендуется включать какие-либо специальные инструкции, такие как предпочтения бренда или диетические ограничения. Отличное замечание. Добавление этих деталей позволит мне сделать правильный выбор при совершении покупок. Кроме того, рассмотрите любые непродовольственные товары, которые могут вам понадобиться, например, чистящие средства или туалетные принадлежности. Правильно. Эти предметы первой необходимости легко забыть, если их нет в списке. Просматривая список, вы также можете приоритизировать элементы в зависимости от их срочности или важности. Это полезный подход. Это помогает в первую очередь сосредоточиться на самых важных вещах. Заполнив список, проверьте его еще раз, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили. Хороший совет. Я проверю список, чтобы убедиться, что у меня все готово. Отлично! Теперь, находясь в магазине, вы можете следить за своим списком и отмечать товары по ходу дела. Совершенно верно. Приятно видеть прогресс и знать, что я получаю все, что мне нужно. Не забывайте также проявлять гибкость в случае необходимости замены или корректировки в зависимости от наличия свободных мест. Это правда. Иногда товаров может не быть в наличии, поэтому лучше иметь в виду альтернативные варианты. Закончив покупки, вы можете вычеркнуть товары из списка. Это приятное чувство выполненного долга. Определенно. Вычеркивание пунктов дает ощущение завершенности и помогает мне следить за ситуацией в будущем. Надеюсь, ваши покупки продуктов пройдут гладко.
Пусть ваш список поможет вам в успешной поездке. Спасибо. Я ценю ваши советы. Я готов пойти в магазин и собрать все, что мне нужно. Урок 6. Активный образ жизни с помощью стильной спортивной одежды. Привет, Анна. Я слышала, что у тебя новая спортивная одежда. Это важно для того, чтобы во время тренировок оставаться сухими. Привет, Джон. Да, я недавно купила стильную спортивную одежду. Мне не терпится увидеть твою новую спортивную одежду. Я согласен. Влагоотводящая ткань может значительно повысить комфорт во время тренировок. Совершенно верно. Это помогает сохранять тело прохладным и сухим даже во время интенсивных физических нагрузок. Я искала спортивную одежду из дышащих материалов. Какие-нибудь рекомендации? Что ж, есть несколько популярных брендов, специализирующихся на спортивной одежде. Вы слышали о FitFlex или Movictiv? Да, я слышала о них. Их дизайн выглядит модным и функциональным. Предлагают ли они хороший диапазон размеров? Определенно. FitFlex и Movictiv предлагают широкий выбор размеров, обеспечивая инклюзивность для всех. Приятно это знать. Важно найти спортивную одежду, которая хорошо сидит по фигуре и позволит вам чувствовать себя уверенно. Совершенно верно. Когда вы чувствуете себя хорошо в спортивной одежде, это может повысить вашу мотивацию к активному отдыху. Я согласен. Когда дело доходит до выбора подходящей спортивной одежды, комфорт и стиль идут рука об руку. Еще одним фактором, который следует учитывать, является гибкость ткани. Она должна обеспечивать полный диапазон движений во время различных упражнений. Отличное замечание. Будь то йога, бег или тяжелая атлетика, гибкость ткани очень важна. И не забывайте о важности долговечности. Вам нужна спортивная одежда, выдерживающая частое использование и стирку. Совершенно верно. Инвестиции в высококачественную спортивную одежду гарантируют, что она прослужит дольше и сохранит свои эксплуатационные качества. Кроме того, учитывайте погодные условия, в которых вы будете тренироваться. Ищите варианты, обеспечивающие изоляцию в холодном климате или защиту от ультрафиолета в солнечные дни. Хороший совет. Очень важно выбирать спортивную одежду, соответствующую конкретным требованиям ваших тренировок и окружающей среды. Наконец, не бойтесь выразить свой индивидуальный стиль, выбрав спортивную одежду. Найдите цвета и узоры, которые вам нравятся. Отличное замечание. Когда вы чувствуете себя хорошо в своей одежде, это может улучшить общее впечатление от тренировки. Надеюсь, вы найдете идеальную спортивную одежду, отвечающую всем требованиям. Приятно открывать для себя мир функциональной и модной одежды для фитнеса. Спасибо. Меня вдохновляет обновить спортивную одежду и сделать тренировки еще более приятными. Мы готовы к стильной физической активности. Урок 7. Делимся впечатлениями и воспоминаниями о путешествиях. Привет, Анна. Я только что вернулась из поездки. Это было потрясающе. У меня осталось столько незабываемых воспоминаний. Привет, Джон. Это приятно слышать. Путешествие – прекрасный способ создать незабываемые воспоминания. Куда вы отправились? Я отправился в Юго-Восточную Азию. Я побывал в Таиланде,
Камбодже и Вьетнаме. Культура и пейзажи были невероятными. Ух ты! Похоже на невероятное приключение. Были ли у вас любимые моменты или впечатления? Одним из моих любимых моментов было посещение древних храмов Ангкор-Вата в Камбодже. Архитектура внушала трепет. Наверное, это был захватывающий опыт. Историческое значение Ангкор-Вата поистине замечательно. Так оно и было. Стоя среди этих древних руин, я по достоинству оценил богатую историю этого региона. Какие-нибудь другие яркие моменты вашей поездки? Абсолютно. В Таиланде у меня была возможность попробовать настоящую уличную еду. Вкусы были невероятными и уникальными. Звучит очень вкусно. Попробуйте местную кухню, отличный способ погрузиться в культуру этого места. Это действительно так. Оживленные рынки и шумные уличные торговцы дополнили все это впечатление. Были ли у вас незабываемые встречи с местными жителями? Да, во время поездки я встретил невероятно теплых и дружелюбных людей. Они всегда были готовы помочь и поделиться своими историями. Общение с местными жителями может быть очень полезным. Это позволяет глубже понять место назначения. Совершенно верно. Их доброта и гостеприимство сделали мое путешествие еще более особенным. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями или непредвиденными ситуациями во время путешествий? Да, было несколько проблем, таких как языковые барьеры и навигация по незнакомым транспортным системам. Но все это только усугубило приключения. Преодоление этих проблем может быть полезным. Это помогает нам расти и лучше адаптироваться. Определенно. Это научило меня принимать неуверенность и радоваться неожиданностям. Рада это слышать. Путешествия расширяют наши кругозоры и преподают нам ценные жизненные уроки. Совершенно верно. Это образование, которое выходит за рамки учебников и классных комнат. Уверен, ваше путешествие произвело на вас неизгладимое впечатление. Созданные вами воспоминания останутся с вами навсегда. Вы правы. Мои воспоминания бесценны. Они обогатили мою жизнь так, как я и представить себе не могла. Мне не терпится увидеть фотографии и узнать больше о ваших приключениях. Рассказы о путешествиях всегда захватывают. Спасибо. Я с нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и вдохновить других на самостоятельные путешествия. Это замечательно. Путешествия могут пробудить в каждом из нас дух страсти к путешествиям. В самом деле, пусть мы продолжим исследовать мир и создавать воспоминания, которые останутся с нами на всю жизнь. Урок 8. Планирование идеальной вечеринки. Привет, Анна. Я подумываю устроить вечеринку. Я хочу, чтобы все было идеально. Есть предложение. Привет, Джон. Это звучит как забавная идея. Я буду рад помочь. Сначала обдумайте тему вечеринки. Она задает настроение и помогает в планировании. Отличное замечание. Я хочу, чтобы это было непринужденное собрание на заднем дворе. Что-то непринужденное и приятное для всех.
Отличный выбор. Непринужденная вечеринка на заднем дворе позволяет гостям расслабиться и пообщаться. Теперь давайте поговорим о списке гостей. Я хочу пригласить близких друзей и семью, но я также хочу познакомиться с новыми людьми. Как найти баланс? Важно учитывать размер вашего пространства и атмосферу, которую вы хотите создать. Сочетание знакомых лиц и новых знакомых может способствовать интересным разговорам. Я учту это. Я хочу, чтобы все чувствовали себя комфортно и отлично проводили время. А что с едой и напитками? Еда и напитки имеют решающее значение для успешной вечеринки. Решите, хотите ли вы поужинать в форме шведского стола или поужинать за сидячим столом. Кроме того, учитывайте диетические ограничения и предпочтения Хорошие ваших замечания. гостей. Я хочу, чтобы у меня было множество вариантов на любой вкус. Должен ли я нанять поставщика общественного питания или приготовить еду самостоятельно? Это зависит от вашего бюджета и количества времени, которое у вас есть. Найм поставщика общественного питания поможет вам снять стресс с плеч, но приготовление еды самостоятельно поможет придать блюдам индивидуальность. Есть ли бюджет, которого нам следует придерживаться? Очень важно установить бюджет и придерживаться его. Решите, сколько вы готовы потратить на еду, напитки, украшения и любые другие предметы первой необходимости для вечеринок. В этом есть смысл. Я не хочу тратить слишком много денег и потом жалеть об этом. А как же декорации и атмосфера? Украшения могут улучшить атмосферу вечеринки. Попробуйте использовать гирлянды, красочные скатерти и свежие цветы, чтобы создать праздничную атмосферу. Мне нравится эта идея. Просто, но элегантно. Есть предложения по развлечениям или занятиям. В зависимости от темы и возрастной группы гостей вы можете послушать фоновую музыку, устроить игры на лужайке или даже нанять живую группу, если это соответствует вашему бюджету. Я учту это. Я хочу, чтобы все отлично провели время и повеселились. Как обеспечить бесперебойное проведение вечеринки? Запланируйте график вечеринки, в том числе время прибытия гостей, время подачи еды и любые запланированные мероприятия или выступления. Это поможет вам оставаться организованными. Отличный совет. Хорошо структурированный график позволит избежать путаницы и обеспечить бесперебойную работу вечеринки. Наконец, не забудьте сами насладиться вечеринкой. Это ваш праздник, поэтому уделите время отдыху и веселью с гостями. Спасибо. Ваши предложения оказались невероятно полезными. Теперь я более уверен в том, что смогу устроить идеальную вечеринку. Урок 9. Изучение Великих озер. Привет, Анна. Вы когда-нибудь путешествовали от озера Онтарио до озера Эри? Я слышала, что по пути можно многое увидеть и узнать. Привет, Джон. Да, у меня была возможность исследовать этот маршрут. Это увлекательное путешествие с богатой историей и разнообразными пейзажами. Приятно это слышать. Какие примечательные места или достопримечательности встречаются на этом пути? Что ж, одно из примечательных мест – Ниагарский водопад, расположенный на границе между Соединенными Штатами и Канадой. Сама мощь и красота водопада внушают трепет. Ух ты, я всегда хотела увидеть Ниагарский водопад. Это, наверное, невероятное зрелище. Это действительно так.
Громовой звук и туманная атмосфера делают это событие незабываемым. Есть ли другие достопримечательности между двумя озерами? Абсолютно. Путешествуя на запад, вы встретите город Буффало, известный своей яркой художественной сценой и вкусной кухней. Звучит фантастически. Мне нравится исследовать города с богатым культурным наследием. Баффало не разочарует. Вы можете посетить музеи, художественные галереи и попробовать знаменитые крылья буйвола. Обязательно отмечу это. А как же природная красота региона? Регион Великих озер известен своими потрясающими пейзажами. По пути вы встретите прекрасные пляжи, живописные парки и очаровательные прибрежные города. Похоже, это идеальное место для активного отдыха и отдыха. В самом деле, вы можете отправиться в поход, порыбачить или просто погрузиться в спокойствие природы. Есть ли какие-нибудь исторические места или достопримечательности, которые выделяются? Да, их несколько. Одной из примечательных достопримечательностей является маяк Марблхит-Вагая, по которому корабли ходят по озеру Эри с 1822 года. Увлекательно вспоминать богатую морскую историю Великих озер. Совершенно верно. От озера Онтарио до озера Эри-озера сыграли решающую роль в транспорте, торговле и промышленности. Говоря о торговле, я слышал об индустрии судоходства на Великих озерах. Да, это просто замечательно. Озеро служит основным транспортным маршрутом, по которому перевозят зерно, уголь, железную руду, нефть и многие другие товары. Это впечатляет. Великие озера действительно способствуют экономическому росту региона. Конечно, они верят. Озера являются ценным ресурсом как для Соединенных Штатов, так и для Канады. Мне не терпится исследовать этот регион и воочию увидеть красоту и значение Великих озер. Уверен, вас ждет удивительное путешествие. Великие озера представляют собой уникальное сочетание природных чудес, культурного опыта и исторических мест. Спасибо, что поделились своими мыслями. Мне не терпится отправиться в это приключение и оставить незабываемые воспоминания. Урок 10. Бег в одиночку или в группе. Привет, Анна. Недавно я начала заниматься бегом, чтобы оставаться активным. Тебе тоже нравится бегать? Привет, Джон. Да, я считаю, что бег – отличный способ оставаться в форме и очистить свой разум. Ты предпочитаешь бегать в одиночку или в группе? В основном я бегаю в одиночку, но иногда присоединяюсь к беговой группе для дополнительной мотивации. Как насчет тебя? Мне нравится и то, и другое. Бег в одиночку дает мне время сосредоточиться и задать свой собственный темп, а бег в группе – чувство товарищества и ответственности. В этом есть смысл. Бег с другими может мотивировать и подтолкнуть вас к достижению целей. Совершенно верно. Это также отличный способ познакомиться с единомышленниками и завести новых друзей. Я вижу преимущество бега в группе. Можете ли вы дать мне какие-либо советы по поиску беговой группы? Вы можете начать с посещения местных беговых клубов или общественных центров.
Они часто организуют групповые забеги и принимают бегунов всех уровней. Неплохая идея. Я загляну в местные беговые клубы и посмотрю, есть ли такой, который соответствует моему графику. Похоже на план. Беговые группы часто проводят забеги по расписанию в определенное время, поэтому выбирайте те, которые соответствуют вашим возможностям. Подойдет. Какие преимущества бега в одиночку вы испытали на себе? Бегая в одиночку, вы можете свободно выбирать маршрут и темп. Это может быть время для самоанализа и уединения. Я вижу, как бег в одиночку может обеспечить спокойный и интроспективный опыт. Совершенно верно. Это возможность отвлечься от отвлекающих факторов и насладиться ритмом собственных шагов. Есть ли какие-либо меры предосторожности, которые я должен соблюдать во время бега в одиночку? Да, безопасность всегда должна быть приоритетом. Обязательно выбирайте хорошо освещенные маршруты, надевайте светоотражающее снаряжение и удостоверение личности на случай чрезвычайных Это ситуаций. важные советы. Во время бега в одиночку я буду уделять приоритетное внимание своей безопасности. Приятно это слышать. Всегда лучше быть готовым и принимать необходимые меры предосторожности. Есть ли у вас предложения по сохранению мотивации во время одиночных забегов? Постановка целей и отслеживание прогресса могут мотивировать. Вы также можете варьировать маршруты и слушать вдохновляющую музыку или подкасты, чтобы не отвлекаться. Мне нравится ставить цели и отслеживать свой прогресс. Это дает мне возможность работать над этим. Определенно. Отпразднуйте свои достижения на этом пути, будь то преодоление новой дистанции или улучшение темпа. Я учту это. Важно сохранять позитивный настрой и радоваться маленьким победам. Совершенно верно. Помните, что бег — это путешествие, и каждый шаг имеет значение для вашего общего прогресса. Спасибо за совет. Мне не терпится продолжить свое беговое путешествие в одиночку или в группе. Урок 11. Туалетные принадлежности для путешествий. Привет, Анна. Я планирую поездку, и мне интересно, какие туалетные принадлежности обычно предлагают отели. Есть ли у них шампунь, кондиционер и другие предметы первой необходимости? Привет, Джон. Большинство отелей предоставляют своим гостям основные туалетные принадлежности. Обычно они предлагают шампунь, кондиционер, мыло, а иногда даже лосьон для тела. Приятно это знать. Это избавляет меня от необходимости упаковывать некоторые из этих вещей. Да, удобно не брать с собой туалетные принадлежности. Тем не менее, рекомендуется заранее связаться с отелем, чтобы убедиться в этом. Я обязательно это сделаю. Всегда лучше быть готовым. Совершенно верно. Некоторые отели также предоставляют дополнительные предметы, такие как зубные щетки, зубная паста и шапочки для душа. Это удобно. Приятно иметь в наличии эти дополнения на случай, если я забуду что-то упаковать. Определенно. Всегда хорошо иметь запасной план. Есть ли другие туалетные принадлежности, которые мне стоит взять с собой в поездку? Это зависит от ваших личных потребностей, но на всякий случай всегда полезно взять с собой собственную зубную щетку и зубную пасту. Я обязательно их упакую. Что-нибудь еще?
Если у вас есть особые предпочтения или требования, например, определенная марка шампуня или средств по уходу за кожей, лучше взять их с собой. В этом есть смысл. Важно иметь продукты, которые лучше всего подходят вам. Именно так. Все дело в личном комфорте и знакомстве. Должен ли я привезти свое полотенце или его предоставляют отели? Отели обычно предоставляют своим гостям полотенца. Поэтому вам не нужно брать с собой свои собственные, если у вас нет особых предпочтений. Приятно это знать. На одно меньше проблем с упаковкой. Совершенно верно. Не забудьте уточнить в отеле, если у вас есть какие-либо конкретные вопросы об их удобствах. Я так и сделаю. Спасибо за совет. Это поможет мне спланировать поездку. Урок 12. Индивидуальный выбор и социальное влияние. Привет, Анна. Я думала о том, как люди принимают решения. Интересно посмотреть, как компании и общество влияют на личные решения. Привет, Джон. Ты абсолютно прав. На людей влияют различные факторы, в том числе социальные нормы и влияние компаний. Удивительно, как компании могут формировать наши предпочтения с помощью маркетинга и рекламы. Определенно. Компании вкладывают большие средства в создание привлекательных продуктов и влияние на поведение потребителей. Иногда я задаюсь вопросом, какая часть наших решений действительно принадлежит нам и насколько влияют внешние факторы. Это наводящий на размышления вопрос. В то время как люди могут принимать самостоятельные решения, социальные нормы и корпоративные сообщения могут неосознанно влиять на наши решения. Людям важно осознавать эти факторы и принимать осознанные решения, основанные на собственных ценностях. Совершенно верно. Самосознание играет решающую роль в управлении окружающими нас факторами. Считаете ли вы, что социальные нормы оказывают большее влияние на наш выбор по сравнению с влиянием компании? Сложно сказать. Оба фактора могут оказывать влияние, но социальные нормы, как правило, оказывают более глубокое и укоренившееся влияние. Это правда. Социальные нормы формируют наши убеждения, ценности и ожидания с раннего возраста. В самом деле. Однако компании могут создавать тренды и формировать поведение потребителей с помощью своих продуктов и маркетинговых стратегий. Таким образом, это похоже на постоянное взаимодействие между личным выбором, социальным влиянием и сообщениями в компании. Именно так. Это сложная динамика, в которой индивидуальное агентство переплетается с внешними факторами. Как люди могут сохранить свою индивидуальность и сделать правильный выбор перед лицом этих влияний? Все начинается с самоанализа и понимания наших собственных ценностей и приоритетов. Осознавая свои предпочтения, мы можем принимать решения, соответствующие нашим истинным предпочтениям. В этом есть смысл. Верность себе– ключ к сохранению нашей индивидуальности. Совершенно верно. Также важно критически оценивать сообщения, которые мы получаем от компаний и общества, и принимать решения, которые действительно нас устраивают. Это непрерывный процесс самопознания и личностного роста.
В самом деле, сохраняя внимательность и делая осознанный выбор, мы можем определять свой собственный путь. Спасибо, что поделились своими мыслями. Это дало мне много поводов для размышлений. Урок 13. Неблагоприятные погодные условия. Привет, Анна. Я только что проверила прогноз погоды. Там написано, что будут дожди. Это разочаровывает, но ладно. Привет, Джон. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Всегда обидно, когда погода не соответствует нашим планам. Определенно. Я с нетерпением ждала возможности провести время на свежем воздухе, но, думаю, мне придется придумать альтернативу. Это хороший настрой. Важно адаптироваться и найти другие интересные занятия, даже если погода не способствует. Совершенно верно. Я буду искать варианты в помещении, например, посетить музей или почитать. Похоже, это отличный план. Занятия в помещении могут быть такими же полезными и приятными. Вы правы. Все дело в том, чтобы извлечь максимум пользы из ситуации и найти золотую подкладку. Именно так. Иногда неожиданные изменения заставляют нас открывать для себя что-то новое или смотреть на вещи с другой точки зрения. Это правда. Я воспользуюсь этой возможностью заняться спортом в помещении, о котором раньше, возможно, даже не думала. Это фантастический подход. Кто знает, возможно, за это время вы найдете новое хобби или интерес. На самом деле я начинаю восхищаться открывающимися возможностями. Все дело в том, чтобы смириться с неожиданностями. Рада это слышать. Важно сохранять позитивный настрой, даже если все идет не так, как планировалось. Совершенно верно. Жизнь полна сюрпризов, и действительно важно то, как мы на них реагируем. Хорошо сказано. Все дело в устойчивости и адаптируемости. Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Я полон решимости извлечь максимум пользы из всего, что попадется мне на пути. Не сомневаюсь, что вы это сделаете. Наслаждайтесь приключениями в помещении и отлично проведите время. Спасибо. Я воспользуюсь этим по максимуму. Береги себя и скоро увидимся. Урок 14. Возвышающиеся высоты. Привет, Анна. Вы знали, что есть здание в 110 этажей, а его верхний этаж – самый высокий офисный этаж в мире. Привет, Джон. Правда. Это невероятно. Я всегда восхищаюсь инженерными и архитектурными особенностями таких высоких сооружений. Совершенно верно. Это свидетельство человеческих инноваций и стремления достичь новых высот. Могу себе представить, какие захватывающие виды открываются с этого верхнего этажа. Наверное, это просто потрясающе. Увидеть весь город с такой высоты было бы незабываемым впечатлением. Интересно, сколько времени нужно, чтобы подняться на верхний этаж на лифте? Хороший вопрос. Думаю, они должны быть невероятно быстрыми и эффективными для перевозки людей на такие высоты. Удивительно, как технологии продвинулись вперед, чтобы сделать такие подвиги возможными. Определенно. Это сочетание передовых технологий, материалов и тщательного планирования. Интересно,
Каково работать на верхнем этаже этого здания? Наверное, это настоящий опыт. Представьте себе, какое чувство выполненного долга и престижа связано с этим. Могу себе представить, как радостно рассказывать кому-то, что вы работаете на самом высоком офисном этаже в мире. Это, безусловно, было бы отличным началом разговора. Людям было бы интересно узнать больше о вашей работе и самом здании. Совершенно верно. Это достижение, которое оставит неизгладимое впечатление. Интересно, есть ли какие-либо уникальные проблемы, связанные с работой на таких высотах? Я полагаю, что необходимо учитывать такие факторы, как давление воздуха, температура и даже потенциальное движение, вызванное сильными ветрами. Это хорошие замечания. Безопасность и комфорт будут иметь первостепенное значение при проектировании и эксплуатации такого здания. Удивительно, как эти конструкции сочетают функциональность, эстетику и потребности находящихся в них людей. В самом деле, они становятся символами человеческих амбиций и нашей способности преодолевать трудности. Я всегда в восторге от таких архитектурных чудес. Они напоминают нам о высотах, которых мы можем достичь, как в прямом, так и в переносном смысле. Хорошо сказано. Они вдохновляют нас мечтать о большем и стремиться к величию. Совершенно верно. Давайте продолжим восхищаться чудесами человеческих достижений и черпать в них вдохновение. Не могу не согласиться с этим. Нам предстоит достичь новых высот как в личной жизни, так и в обществе. Приветствую вас! Давайте будем продолжать ставить перед собой высокие цели и расширять границы возможного. Определенно. Это был поучительный разговор. Спасибо, что поделились своими мыслями. Урок 15. Необычные домашние животные. Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы завести необычного питомца, например, ящерицу? Привет, Джон. На самом деле, у меня есть ящерица в качестве домашнего питомца. Приятно наблюдать за их уникальным поведением. Это интересно. Какая у тебя ящерица? У меня есть бородатый дракон. Они известны своим послушным характером и являются отличными компаньонами для рептилий. Как вы заботитесь о своей ящерице? Что они едят? Что ж, ящерицам, таким как мой бородатый дракон, нужна особая диета. Для еды мне приходится покупать живых сверчков. Живые сверчки. Это совсем не то же самое, что и обычный корм для домашних животных, который можно найти в магазинах. Да, так оно и есть. Ящерицы плотоядны, и наличие живой добычи стимулирует их естественные охотничьи инстинкты. Могу себе представить, что очень интересно наблюдать за тем, как ваша ящерица ловит и ест сверчков. Совершенно верно. Это захватывающее проявление их ловкости и хищного характера. Требуется ли много усилий, чтобы найти и купить живых сверчков для вашей ящерицы? Не совсем. Есть специализированные зоомагазины, в которых продаются живые насекомые-кормушки для рептилий и амфибий. Это удобно. Приятно знать, что для владельцев домашних животных с особыми потребностями доступны ресурсы. Определенно. Важно обеспечить надлежащий уход и питание для наших питомцев, независимо от их уникальных диетических потребностей.
Как часто нужно кормить ящерицу? Бородатые драконы обычно едят насекомых, таких как сверчки, несколько раз в неделю в молодом возрасте, а затем по мере роста в их рацион добавляется больше овощей. Похоже на сбалансированную диету для здоровой ящерицы. Да. Сбалансированное питание имеет решающее значение для их общего благополучия и долголетия. Надо сказать, что ящерица в качестве домашнего питомца сильно отличается от обычных кошек и собак, которых мы обычно видим. Совершенно верно. Ухаживать за нетрадиционным домашним животным– это уникальный и полезный опыт. Могу себе представить. Это, безусловно, добавляет в процесс владения домашним животным элемент азарта и обучения. Это определенно так. Вы узнаете об их естественной среде обитания, поведении и особых требованиях к уходу. Спасибо, что поделились своим опытом. Узнать, как завести ящерицу в качестве домашнего питомца, открыли глаза. Урок 16. Сила силовых тренировок. Привет, Анна. Знаете ли вы, что силовые тренировки полезны не только для наращивания мышечной массы, но и для ускорения обмена веществ? Безусловно. Привет, Джон. Силовые тренировки имеют множество преимуществ, помимо того, что вы просто становитесь сильнее. Удивительно, как поднятие тяжестей или выполнение упражнений с отягощениями могут оказать такое положительное влияние на наше тело. Определенно. Когда мы занимаемся силовыми тренировками, наши мышцы со временем адаптируются и становятся сильнее. А по мере роста мышц им требуется больше энергии, что, в свою очередь, увеличивает обмен веществ. Верно. Более высокая скорость метаболизма означает, что мы сжигаем больше калорий в течение дня, даже в состоянии покоя. Таким образом, силовые тренировки могут быть полезным инструментом для контроля веса и поддержания здорового состава тела. Именно так. Дело не только в внешнем виде, но и в значительной пользе для здоровья. Я слышал, что силовые тренировки могут улучшить плотность костей и снизить риск остеопороза. Да, все верно. Нагрузка на кости во время силовых тренировок стимулирует рост костей и помогает предотвратить возрастную потерю костной массы. Это впечатляет. Похоже, что силовые тренировки предлагают целостный подход к общему здоровью и благополучию. Совершенно верно. Дело не только в том, чтобы выглядеть хорошо, но и в том, чтобы чувствовать себя сильными и поддерживать функциональность нашего тела. Есть ли какие-либо конкретные упражнения или техники, которые вы рекомендуете для силовых тренировок? Вы можете выполнять широкий спектр упражнений. Это зависит от ваших целей и предпочтений. Меня интересует повышение общей силы и мышечного тонуса. Что бы вы посоветовали? Комплексные упражнения, такие как приседания, становая тяга и жим лежа, отлично подходят для воздействия на несколько групп мышц и наращивания общей силы. Я обязательно попробую эти упражнения. Приятно знать, с чего начать. Не забудьте начать с более легких весов и сосредоточиться на правильной форме и технике, чтобы избежать травм. Это важный момент. Безопасность всегда должна быть приоритетом при выполнении любых упражнений. Совершенно верно. Очень важно прислушиваться к своему телу и прогрессировать в удобном для вас темпе.
Я рад включить силовые тренировки в свою фитнес-программу. Похоже, это дает множество преимуществ. Рада это слышать. Уверен, вы увидите прогресс и насладитесь положительным эффектом силовых тренировок. Спасибо, что поделились своими знаниями и идеями. Это было поучительно. Урок 17. Изучение тайской кухни. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала приготовить тайское зеленое карри дома? Привет, Джон. Да, у меня есть. Это вкусное и ароматное блюдо. Ты когда-нибудь его готовил? Нет, у меня нет. Мне бы очень хотелось научиться это делать. Какие ингредиенты нам нужны? Для приготовления тайского зеленого карри нам понадобится курица, кокосовое молоко, зеленая паста карри и несколько овощей, таких как сладкий перец и побеги бамбука. Звучит достаточно просто. Где найти зеленую пасту карри? Зеленая паста карри обычно доступна в большинстве продуктовых магазинов, особенно в отделе международной или азиатской кухни. Отлично. А как же кокосовое молоко? Есть ли конкретный бренд или тип, на который нам следует обратить внимание? В этом же разделе вы можете найти консервированное кокосовое молоко. Ищите жирную версию для сливочного и насыщенного карри. Я позабочусь о том, чтобы выбрать нужные ингредиенты. Как начать готовить карри? Сначала нам нужно обжарить зеленую пасту карри на сковороде с небольшим количеством масла до появления аромата. Думаю, в следующий раз мы добавим курицу. Нужно ли его заранее приправлять? Да, все верно. Приправьте курицу небольшим количеством соли и перца перед тем, как добавить ее в сковороду. Как только курица приготовлена, добавляем ли мы кокосовое молоко и овощи? Именно так. Влейте кокосовое молоко и дайте ему покипеть несколько минут. Затем добавьте овощи и дайте им вариться до готовности. Звучит довольно просто. Как долго нужно варить карри? Обычно для раскрытия аромата и приготовления курицы требуется около 15-20 минут. Можно ли добавить дополнительные приправы или травы для улучшения вкуса? Вы можете добавить немного рыбного соуса, чтобы придать пикантный вкус умами, и немного свежих листьев базилика для придания свежести. Я позабочусь о том, чтобы эти ингредиенты были под рукой. Есть ли что-то еще, что нам нужно знать? Когда карри будет готово, вы можете подавать его с приготовленным на пару рисом или лапшой в качестве полноценного блюда. Звучит просто восхитительно. Мне не терпится попробовать приготовить тайское зеленое карри дома. Прекрасное блюдо. Уверена, вам понравятся вкусы и впечатления от самостоятельного приготовления. Спасибо, что поделились рецептом и помогли мне в этом процессе. Я благодарна за это.